27 июня 1963 года. Дата, запечатлевшаяся в памяти тех немногих, кто был на борту рейса геологической экспедиции номер 312. В раннем утреннем сумраке аэродром поселка Устнера еще дышал туманом, когда самолет Ан-2 расправил крылья, поднимаясь в небо на календарных стрелках 7 часов. В его утробе 13 душ, 2 укрытые за штурвалом и 11 доверивших свою судьбу машине и стихии. Маршрут казался не сложнее школьной географической задачи. Перелететь 200 километров до лагеря на длинной, как предчувствие, реке Индирки, что змеей петляет сквозь недра Якутской АССР. 1,5 часа полета, лишь мгновение на фоне вечности, пока под брюшком самолета проплывает необъятный зеленый ковер тайги, колышущийся тенями облаков. В салоне собрание романтиков и практиков. Геологи, что привыкли искать золото среди суровых камней, буровики, повар с руками, как срубленные из старой яблони. И медсестра Зинаида Федоровна Кравцова, женщина, чьи тонкие пальцы знают цену бинтам и йоду, а взгляд — цену человеческой боли. Старший этой маленькой армады Виктор Павлович Соколов, человек, который за 15 лет работы под северными ветрами научился распознавать опасность по тонкому сдвигу в шорохе леса и хрусте снега под сапогами. Вместе они летят туда, где солнце ленится вставать даже летом, на 3 невидимых миру месяца, чтобы вновь обыскать тайгу в поисках подземных сокровищ. Золота, алмазов, металлов, драгоценностей, что пульсируют в жилах земли, как потаенные сердца. Управлял этим железным конем Анатолий Сергеевич Белов, мужчина, для которого небо Якутии стало вторым домом. 10 лет в авиации закалили его, изгнали всякую суетливость, оставив только уверенность движения. Погода, как и полагается капризному июню, играла своими привычными настроениями. Небо хмурилось, но не угрожало, облака прятались в средней вышине, а земля вздыхала ароматом прогретой хвои. Второй пилот, Петр Иванович Дубов, склонившись к иллюминатору, вдыхал терпкий запах махорки, да наблюдал суровую красоту тайги. Раскинувшийся без края и меры внизу тот самый зеленый океан, на волнах которого мог бы утонуть целый город, и не осталось бы и камешка от памяти. Тем, кто скучает по временам, когда приключения подстерегали на каждом шагу, канал обещал еще десятки таких историй, о драмах, которых не ведала официальная хроника, о событиях, покрытых слоем забвения, как болотным мхом. Но это было потом. А сейчас жесткие деревянные лавки вдоль фюзеляжа, ровно ни одного намека на комфорт, скупой уют рабочей лошадки Ан-2, который своим звоном и вибрацией перекрывает даже собственные мысли. Разговаривать только криком, и даже тогда шум мотора жадно пожирает каждое слово. Виктор Павлович тщательно изучал ветхие, будто пропахшие дымом и потом, края карт, перепроверял координаты лагеря, словно хотел зацепиться взглядом за знакомые точки. По соседству сидел его правая рука, Борис Петрович Морозов, 28 лет от роду, уже второй раз летящий туда, в сердце земли. Первый полет был 3 года назад. В памяти отпечаталось то самое месторождение, зыбкий призрак лютых морозов и робких надежд. Теперь на кону были новые амбиции, и вся партия питала веру, что удача улыбнется им вновь. Запах в салоне нельзя было спутать ни с чем. Острый, масляный аромат керосина вобрал в себя терпкий запах человеческого пота, перемешанного с дешевым табаком. Медсестра сидела ближе к хвосту, аккуратно перебирала в своей сумке скудное богатство медикаментов. Бинты, добротные пузырьки с йодом, сколы анальгина, жесткий кусочек стрептоцида — все, что могло сохранить уязвимую человеческую жизнь в сердце дикого края, далеко от уютных рукотворных удобств. Ей хотелось верить, что серьезнее лейкопластыря не понадобится ничего. Соседом ее был старый повар, Семен Иванович Курочкин, широченный, с ладонями, в которых лукошко с грибами
смотрелась бы крохой, а душа, добрая, под стать просторам тайги. Для него это была уже третья экспедиция подряд. Он знал, что у костра, под шум сквозняка, вкус еды может заменить дом, может скрепить коллектив лучше любого приказа. Его кладезь знаний, затертая тетрадь с рецептами супов из даров леса, всегда лежала на самом дне рюкзака, как талисман, как заверение, что голод не возьмет над ними верх. 40 минут полета отмеряли время не шумом мотора, а суровой красотой, разлитой за окном. Тайга распласталась внизу, бесконечная, серафимская, словно кто-то выстелил зеленый плащ, сотканный из елей, лиственниц, болот, в которые вонзались серебряные стрелы рек. Красота и угроза — неразлучные спутники. Стоило бы этому хрупкому комку металла рухнуть вниз, и никто не нашел бы даже обрывка ткани, и тишина поглотила бы любой шепот надежды. Виктор Павлович смотрел в иллюминатор, прогоняя тревожные мысли, будто амулетом, не желая накликать беду среди благопристойного зова судьбы. Все меняется в мгновение, когда Петр Иванович замечает то, что сначала кажется капризом техники. Двигатель закашлял, заиграл нервной дрожью. Обороты пляшут то наперед, то назад, нестабильность проникает на каждый болтик конструкции. Тревога вздрагивает в груди, вырывается хриплым криком через плечо командира. Белов, опытный как прошлогодний мох, тут же сверяет показания. Температура масла ползет вверх, будто кто-то подливает масло не только в двигатель, но и в костер их общего неведения. Причин может быть множество, но время не терпит обсуждений. Командир уравнивает подачу топлива, мотор благодарно урчит ровнее. Когда уже кажется, что опасность миновала, внезапный хлопок ломает тонкую паутину надежды. Из-под капота вырывается густой черный дым, угрожая отобрать у всех оставшийся воздух. Салон вздрагивает, паника расползается волной. Белов резко оборачивается, кричит: «Успокойтесь, будем садиться, держитесь крепче». Но держаться тут не за что. Жесткие лавки, ни намека на ремни, только поручни, стенки и дрожащие руки друг друга. Зинаида Федоровна истово вжимает к груди свою медицинскую сумку, у самой бледнеют губы, уходит в себя, молясь шепотом своему Богу. Семен, повар, не сводит глаз с полосы тайги, пленяя взглядом каждый просвет в сумрачном море. Водоворот событий разгоняется с бешеной скоростью. Белов рвет взглядом полотно тайги, ищет среди смятой зелени клочок свободы, место, куда можно опустить усталую птицу без грома и пламени. Тайга неумолимо приближается, на секунду становится почти зримой, когда кто-то указывает на просвет. Поляна, заросшая травой, длиной не больше футбольного поля, но это шанс. Самолет разворачивается, высота тает, 800 метров, 700, 600. Каждый метр — это борьба с судьбой, это короткая схватка за жизнь. «Держитесь!» — голос командира, как удар набата. Самолет пролетает на волоске от верхушек деревьев, цепляет крылом зеленую стену полянки, Белов выжимает из управляемости машины последние крохи. Земля поднимается стремительно, как цунами из травы и кустов. Колеса врезаются в землю, звонко и жестко. Тело самолета подбрасывает, прокатывает по кочкам, вырывая каждую кочку из травяного сна. Вперед выстреливают кусты, самолет с хрустом тормозит, водителям на 30 метров не хватило бы. Впереди лиственница, древняя, корявая, с бурыми ветвями. Последнее усилие, штурвал на себя, машина разворачивается, правое крыло вспарывает ствол, металл скручивается в несвойственном ему крике боли. Самолет замирает, как усталое животное, втыкаясь носом в землю, замирает на боку, а вокруг нависает тишина, полная вопросов и ответов одновременно. Тишина. Долгая, гулкая, такая, что звенит в ушах. Запах гари медленно переплетается с ароматами земли и свежей травы, мир снова объявляет свои права. Виктор Павлович приходит в себя первым, губы влажные от крови,
Укусил язык, сознание пытается собрать себя по кусочкам. Вокруг суета, стон, плач, шепот, перекличка живых. Все еще живы, слава духам леса. Он поднимается, проверяет плечо, больно, но сустав цел. Люди встают, моргают, хватаются за ушибленные части, благодарны за возможность двигаться. Борис Петрович держится за голову, кровь тонкой струйкой бежит из-под рассеченной брови. Зинаида Федоровна тихо сидит, вся побелела, губы бьют мелкую дрожь, но она жива, и голос ее шепчет: «Я цела». Семен Иванович поднимает молодого буровика, Петру Васильевичу вывернула руку, скривился, скрипит зубами, но жив, и уже победа. Командир выходит из кабины, все лицо вымазано в сажу, глаза краснеют, как угли. Ему важен только один вопрос: все ли живы? Убедившись, никто не сгорел, не умирает, взгляд его светлеет, хоть голос не выдает чувств. В любой другой момент он, быть может, заплакал бы, но сейчас нужно торопиться. Двигатель может вспыхнуть, еще искра, и все станет прахом. Команда выбирается наружу, кто выползает, кто помогает, кто выбирает между болью и спасением. Дубов последним выбрасывается, взглядом осматривает останки машины. Крыло всмятку, фюзеляж скрючено, двигатель едва не дымит. Белов прощается взглядами со своим самолетом, 10 лет вместе, теперь это просто груда мертвого металла. Они отходят от места падения на 50 метров, усаживаются прямо в траву, высокую, липкую, податливую, как шерсть старого зверя. Зинаида Федоровна раскрывает свою сумку. Йод на рану, перевязка, вправление вывихов, терпеливые руки, строгий голос. Стон, слезы, но никто не остался в долгу перед смертью. Шанс, иногда только такое и бывает. Когда все важнейшее закончено, а над тайгой смыкается вечерний полумрак, звучит новый вопрос: а что теперь? Виктор Павлович осматривает поляну. Поле метров 300 на 100, трава бьет по поясу, по обе стороны шумный, не поддающийся шелесту лес, глухомань, равной которой нет. Нет дорог, нет троп, все вокруг кажется гигантской ловушкой времени и пространства. Где они? Анатолий Сергеевич, спрашивает Соколов, пытливо глядя на командира. Можете ли вы определить нашу точку в этом безбрежном океане тишины? Белов достал карту, компас, вспоминал. Летели примерно час. Скорость была километров 120, может 130. Значит, прошли километров 150 от Устинеры. Курс был северо-восточный. Он ткнул пальцем в карту. Середина огромного белого пятна. Глушь между Индиркой и Колымой. Сотни километров безлюдной территории. Ближайший поселок километров 80 копеек к югу, может больше. «Нас будут искать?» — спросила Зинаида Федоровна тихо. «Конечно», — уверенно ответил Белов. «Мы не вышли на связь в назначенное время. Через 2 часа начнут поисковую операцию. Вертолеты поднимут, прочешут район. Найдут нас за день-два, максимум 3. Виктор Павлович кивнул. «Значит, нужно организовать лагерь. Ждать спасателей придется здесь. Разводим костер, ставим сигналы, чтобы вертолеты заметили». Команда приступила к работе. Геологи привыкли к полевым условиям. Быт в глуши был их вторым домом. Семен Иванович взял топор из аварийного набора самолета, пошел рубить ветки для шалаша. Борис Петрович с 2 бурвиками собирали хворост для костра. Петр Иванович Дубов вытащил из самолета рацию, попытался выйти на связь, крутил ручки и настраивал частоту, слушал треск помех. Земля на связи, борт 312. Совершили вынужденную посадку. Все живы. Координаты примерные. Он назвал цифры, которые прикинул Белов. Молчание. Никто не отвечал. «Слишком далеко», — сказал Дубов. «Рация маломощная, километров на 50 максимум. Не достаем до ближайшей станции». «Попробуй еще раз через час», — сказал Белов. «Может, поймаем какой-нибудь самолет, пролетающий мимо».
Дубов кивнул, отложил рацию, пошел помогать строить лагерь. К вечеру соорудили 2 шалаша из веток и брезента, которые вытащили из самолета. Развели костер посреди поляны. Большой, яркий. Дым столбом поднимался к небу. Если вертолет будет пролетать, увидит обязательно. Зинаида Федоровна варила кашу из запасов, которые везли для геологического лагеря. В самолете нашли мешок крупы, несколько банок тушенки, сахар, соль, чай. На неделю хватит. Может, на 10 дней, если экономить. Потом придется охотиться, ловить рыбу, искать ягоды. Но за неделю спасатели точно найдут. Так все думали. Первая ночь прошла тревожно. Люди лежали в шалашах, кутаясь в одеяло, слушали звуки леса. Вой волков далеко, треск веток рядом, шорохи, шепоты. Чаще живая, полная существ, многие из которых опасны для человека. Виктор Павлович сидел у костра, подкладывал дрова, дежурил. Через 2 часа его сменил Белов. Огонь нельзя было гасить. Он защищал от хищников и холода. Ночи даже в июне бывали холодными в этих широтах. Градусов 5-7 тепла. Утро встретило их туманом. Густой белый туман окутал поляну. Видимость метров 5. «Вертолеты не полетят в такую погоду», — сказал Белов. Глядя в белую пелену, придется ждать, пока рассеется. Туман держался до полудня. Когда, наконец, рассеялся, небо было ясным, солнце яркое. Идеальная погода для поисков. Они смотрели на небо, прислушивались, ждали звука моторов. Тишина. Только пение птиц, шум ветра в кронах. «Может, они ищут не здесь?» — высказал предположение Борис Петрович. «Может, координаты неточные, ищут южнее или севернее?» Виктор Павлович нахмурился. «Возможно, тогда нужно делать более заметные сигналы. Выложим на поляне знак СОС из веток, камней с воздуха увидят». Команда взялась за работу. К вечеру на поляне красовалась огромная надпись СОС. Метров 20 в длину каждая буква, выложенная белыми камнями, которые натаскали с речки. Речка была в километре к западу. Узкая, быстрая, холодная. Вода чистая, запас воды обеспечен. Прошел 2-й день. Вертолеты не прилетели. 3-й день — тишина. На 4-й день Петр Иванович снова пытался выходить на связь по рации каждый час. Без толку никто не отвечал. На 5-й день закончилась тушенка. Семен Иванович сварил кашу на воде без мяса. Невкусно, но сытно. «Нужно искать еду», — сказал Виктор Павлович. «Организуем охоту. Кто умеет стрелять?» Белов поднял руку. «Я охотился в молодости. Если найдем ружье, в самолете ружья не было». Искали вокруг, нашли длинную крепкую палку, заострили один конец. Получилось подобие копья. Примитивно, но лучше, чем голыми руками. Борис Петрович предложил ставить селки на зайцев. Зайцев здесь полно. Видел следы. Сделали несколько селков из проволоки, которую вытащили из обломков самолета. Расставили по заячьим тропам в лесу. На 6-й день первый заяц попался в селок небольшой, 1,5 килограмма. Семен Иванович освежевал, сварил суп. Мясо жесткое, но вкусное. Первый раз за 6 дней ели мясо. Настроение поднялось. «Выживем», — сказал кто-то. Все кивнули. «Выживем обязательно». На 7-й день пошел дождь. Холодный июньский дождь, который лил 2 дня без перерыва. Сидели в шалашах, мокрые, замерзшие, поддерживали костер с трудом. Дрова промокали, дымили, не горели. Зинаида Федоровна заболела первой. Кашель, температура, озноб. «Простудилась», — сказала она слабо. Виктор Павлович дал ей аспирин из аптечки, укутал в одеяло, посадил ближе к костру. «Держись, Зина, вертолеты скоро прилетят. Увезут нас отсюда». Но вертолеты не прилетали. Прошла неделя, 2, 3. Июль сменил июнь. Крупа кончилась. Ловили зайцев, рыбу в речке, собирали ягоды,
грибы. Научились отличать съедобное от ядовитых. Один раз Петр Васильевич съел поганку. Рвало его сутки, чуть не умер. Зинаида Федоровна выходила, отпаивала отварами трав. Медикаменты заканчивались. Йод кончился, бинты израсходованы, таблеток почти не осталось. «Почему нас не ищут?» — спросила Зинаида однажды вечером у костра. Все молчали. Виктор Павлович смотрел в огонь, думал, почему. Варианты были: первый — искали не там, где нужно. Координаты были приблизительные. Могли ошибиться на 100 километров. Второй вариант — посчитали погибшими, нашли обломки другого самолета, решили, что это их борт, прекратили поиски. Третий вариант — не искали вообще. Может, война началась? Может, катастрофа страшнее их проблем? Кто знает, связи нет, информации нет. Они отрезаны от мира полностью. «Будем ждать», — сказал Виктор Павлович твердо, — «и обустраиваться здесь. Если спасатели не придут скоро, переживем здесь зиму. Весной выйдем сами к людям». Слова прозвучали как приговор: зимовать в глуши, без нормального жилья, без запасов еды, без теплой одежды. Шансы на выживание были минимальны. Но сдаваться было нельзя. Август принес жару. Комары и мошка набросились на людей тучами. Кусали днем и ночью, не давали спать, работать, жить. Лица распухали, руки в волдырях, делали мази из трав, дымили костром. Ничего особо не помогало, терпели. Выбора не было. 1 сентября, когда в школах по всему Союзу начинался новый учебный год, группа в глуши готовилась к зиме. Виктор Павлович организовал работы по строительству нормального жилья. Шалаши не спасут от 40-градусных морозов якутской зимы. Нужна изба настоящая, с печкой, толстыми стенами, надежной крышей. «Рубить будем из лиственницы», — сказал Анатолий Сергеевич Белов, который в молодости помогал отцу строить дом в деревне. Лиственница не гниет, крепкая, но тяжелая работа. Нужен топор, пила. Топор был один из аварийного комплекта самолета. Пилы не было. Сделали из железной пластины, вырезанной из обшивки Ан-2. Зубье нарезали вручную. Работа заняла 3 дня. Получилось грубо. Резала плохо, но резала. Борис Петрович с Петром Васильевичем Кулешовым начали валить деревья. Выбирали ровные лиственницы диаметром сантиметров 30, рубили по очереди, меняясь каждые полчаса. Работа изнурительная. Руки в мозолях, спина ломит. За день валили 2-3 дерева. Обрубали ветки, тащили к месту стройки вшестером. Бревно весило под 200 килограммов. Тащили метров 300 от леса до поляны. К вечеру валились с ног от усталости. Семен Иванович готовил еду. Суп из зайчатины, каша из дикой крупы, которую нашли на болоте, съедобная трава, похожая на рис. Собирали ведрами, сушили, толкли в муку, пекли лепешки на раскаленных камнях. Получалось грубо, кисло, но насыщало. Ягод много. Черника, голубика, брусника. Собирали, ели свежими, сушили на зиму. Зинаида Федоровна наловчилась готовить варенье. Варила в консервной банке на костре с сахаром, который нашли в остатках провизии. Сахара было немного, варила почти без него. Кислое варенье, но витаминов полно. Строили избу 2 месяца. К концу октября возвели стены высотой 2,5 метра. Внутри получилось помещение метров 6 на 4. Для человека тесновато, но лучше, чем на улице. Крышу делали из веток, сверху накрыли корой, засыпали землей. Получилась землянка скорее, чем изба. Чили между бревнами законопатель мхом. Печь сложили из камней, скрепленных глиной. Глину копали на берегу речки. Труба из жестяных банок, склепанных проволокой. Дымило страшно, грело хорошо. Окон не было, стекла взять неоткуда. Прорезали небольшое отверстие, затянули пленкой из прозрачного пластика, который содрали с приборной панели самолета.
Света проникало мало, хоть что-то. Дверь сколотили из досок, расщепленных из бревен. Получилось криво. Щели пропускали холод, завешивали брезентом. 1 ноября въехали в новое жилье, затопили печь. Дым пошел через трубу. Половина все равно оставалась внутри. Глаза слезились, кашляли, терпели. Печь грела. Это главное. Температура внутри поднялась до 15, снаружи уже было -20. Зима пришла рано и сразу суровая. «Мы выжили первый этап», — сказал Виктор Павлович, глядя на лица своих товарищей в мерцающем свете лучины. Лучина — это все, что было для света. Керосина нет, свечи давно кончились. Жгли сухие щепки, смолистые, коптили, освещали. Теперь нужно продержаться зиму. Весной, когда растает снег, пойдем вниз по реке. Где-то должны быть люди, деревня, поселок, база геологов. Найдем? Все кивали, никто не верил до конца. Слишком много времени прошло, 4 месяца. Если бы искали, нашли бы, значит, не ищут. Посчитали мертвыми, вычеркнули из списков живых. Семьи похоронили, выплатили пособие. Жизнь пошла дальше. А они здесь, в глуши забытые, брошенные один на один с дикой природой. Зима 1963-64 года была суровой. Морозы доходили до -50. В избе даже с печкой температура падала до 0 ночью. Спали все вместе кучей, под всеми одеялами, шкурами зайцев, которых наловили, грелись телами друг друга. Стеснение прошло быстро, выживание важнее приличий. Еды не хватало, охота зимой трудная. Зайцы попадались редко. Расставляли 20 селков, приносили 2-3 зайцев в неделю. На 13 человек это капля. Голодали. Ели 1 раз в день вечером. Суп жидкий, где на дне плавали кусочки мяса размером с ноготь. Жевали медленно, растягивали. Запасы ягод съели к декабрю. Потом начали есть кору деревьев. Белов научил внутренний слой коры между корой и древесиной. Он съедобный, не питательный, но желудок набивает. Скоблили ножом внутренний слой, варили, ели. Горькая, вязкая субстанция. Глотали, давились. Выбора не было. Борис Петрович ослаб первым. Сильный мужик 28 лет превратился в скелет. Кожа до кости. Зинаида Федоровна отдавала ему свою порцию супа. «Ешь, Боря, тебе нужнее. Ты работаешь больше». Он отказывался. Она настаивала, съедал, благодарил, еле слышно. Петр Иванович Дубов заболел в январе. Воспаление легких, кашлял кровью, температуру под 40, бредил. Медикаменты кончились еще осенью. Зинаида Федоровна лечила травами, отварами из хвои, ничего не помогало. Организм истощен голодом, холодом, стрессом. Он умер 23 января 1964 года. Первая смерть в группе. Похоронили рядом с избой. Земля промерзла на метр. Копать было невозможно. Завернули тело в брезент, положили на помост из бревен, засыпали камнями. От волков защита. Виктор Павлович сказал речь. Петр Иванович Дубов был хорошим товарищем, опытным летчиком. Он помог нам выжить. Спасибо ему. Светлая память. Все стояли молча. Головы опущены, 12 осталось. Февраль был еще хуже. Еды почти не было. Ловили по 1 зайцу в неделю. Ели кору, корни, все, что находили под снегом. Белов попробовал ловить рыбу под льдом. Прорубил лунку, опустил леску с крючком. Крючок сделал из проволоки. Наживка кусочек заячьего мяса. Сидел часами на морозе, ждал, поймал 3 рыбины за неделю. Маленький с ладонь, сварили суп на 12 человек, 3 рыбины. Это ничто. Семен Иванович умер 8 февраля. Сердце остановилось во сне. Истощение. Ему было 52 года. Похоронили рядом с Дубовым.
11 осталось. Зинаида Федоровна плакала. Мы все умрем здесь, все до одного. Виктор Павлович обнял ее. Не умрем, весна скоро. Потерпим еще немного. Март принес оттепель. Снег начал таять. Температура поднялась до -10. Показалась земля. Виктор Павлович организовал первый выход на разведку. Взял с собой Бориса Петровича и буровика Ивана Степановича Громова. Пошли вниз по реке, по льду. Прошли километров 20 за 2 дня. Увидели только лес бескрайний, безлюдный, вернулись ни с чем. «Нужно идти дальше», — сказал Виктор Павлович. «Километров 100, может 200. Где-то должны быть люди. 100 километров по лесу с нашими силами — это смерть», — возразил Белов. «Мы еле стоим на ногах, дойдем до середины пути и ляжем. Лучше подождать лета, наберемся сил, тогда пойдем». Решили ждать. Апрель дал надежду. Появились первые проталины, показалась трава зеленая, молодая, съедобная. Ели траву пучками, как коровы. Желудки болели. Организм не привык к такой пище. Терпели. Витамины поступали, силы возвращались понемногу. Начали ловить рыбу в оттаившей речке. Рыбы было больше, чем зимой. Белов сделал острогу из заостренной палки, бил рыбу на мелководье. За день приносил 6 штук. Уже лучше. Варили уху, ели досыта первый раз за месяцы. Май расцвел зеленью и надеждой. Появились первые ягоды, грибы. Дичь вернулась. Ставили селки, ловили зайцев, куропаток. Белов убил косулю из самодельного лука. Лук сделал из гибкой ветки, теву из сплетенных жил. Стрелы заостренные палки. Первые 10 выстрелов были мимо. 11-й попал косуле в бок. Она пробежала метров 100, упала. Мясо было килограммов 20. Пир жарили, варили, ели 3 дня, остатки коптили, вялили на солнце. «Теперь можно идти», — сказал Виктор Павлович в конце мая. «Силы есть, погода хорошая. Пойдем вниз по реке. Кто со мной?» Поднялись 8 человек, 3 остались. Старик Афанасий Тихонович Сидоров, которому было 72 года, работница столовой Нина Сергеевна Петрова и буровик Степан Иванович Ковалев. Нина подвернула ногу, ходить не могла. Степан заболел лихорадкой. Афанасий был слишком стар для такого похода. Зинаида Федоровна осталась с ними. «Я медсестра. Мое место здесь». 8 человек вышли в путь 5 июня 1964 года. Год прошел с момента катастрофы. Шли по берегу реки, несли самодельные рюкзаки с едой, спальниками из шкур. Прошли за первый день километров 15. Устали, остановились на ночлег, развели костер, сварили уху, спали под открытым небом, укрывшись шкурами. На 3-й день наткнулись на медведя. Огромный бурли медведь стоял на тропе, смотрел на них маленькими глазами. Люди замерли. Белов медленно поднял лук, натянул теву. Стрела в медведя — это как горошина в слона, разозлит только. Медведь фыркнул, развернулся, ушел в чащу. Повезло. Очень повезло. На 5-й день вышли к месту, где река впадала в более крупную. Это хороший знак. Большие реки — это пути сплава, рыбалки, охоты. Где-то рядом должны быть люди. Пошли вдоль большой реки. Прошли еще неделю, километров 80 от лагеря. Ничего, только лес. «Возвращаемся», — сказал Виктор Павлович. «Провизия кончается, дальше опасно». Вернулись. Путь назад занял 10 дней. Пришли в лагерь изможденные, разочарованные. Зинаида встретила их плачем. Афанасий Тихонович умер 5 дней назад. Сердце отказало. Степан тоже не выжил. Лихорадка забрала его вчера. Похоронили. 9 человек осталось. Лето прошло в работах. Расширяли избу, строили вторую для запасов. Ловили рыбу, охотились, собирали ягоды, грибы, сушили, коптили,
готовили запасы на зиму. Поняли, живут здесь надолго. Может, годы нужно обустраиваться, выживать, не сдаваться. Вторая зима была легче первой. Запасов больше, опыта больше, потерь не было. Все 9 человек дожили до весны 1965 года. Весной снова попытка выйти к людям. На этот раз пошли вверх по реке. Может, там цивилизация ближе? Прошли 2 недели, километров 120. Опять ничего. Вернулись. Годы шли 1960-67. Жили по режиму подъем с рассветом, работа, еда, сон с закатом. Создали подобие советского общества. Виктор Павлович, начальник, его слово – закон. Проводили собрания раз в неделю, обсуждали планы работ, распределение обязанностей, вели календарь, отмечали даты, праздновали Новый год 1 мая, 7 ноября, пели советские песни, рассказывали друг другу истории из прошлой жизни. Нина Сергеевна и Буровик Иван Степанович сошлись, поженились по-своему, без регистрации, без свидетелей, кроме товарищей. Виктор Павлович провел церемонию. Объявляю вас мужем и женой. По законам Советского Союза в особых условиях. Все аплодировали, поздравляли. Первая свадьба в глуши. Через 2 года, в 1970 году, у Нины родился ребенок. Мальчик назвали Владимиром в честь Ленина. Зинаида Федоровна принимала роды. Все прошло хорошо. Ребенок здоровый, кричит громко. Радость была огромной. Новая жизнь посреди смерти и забвения. Это знак. Они выживут обязательно. Владимир рос в лесу, не зная другого мира. Первые слова «мама», «папа», «лес». Учился ходить по земляному полу избы. Играл с деревянными игрушками, которые вырезал отец. Счастливый ребенок, не знающий, что такое цивилизация, города, машины, телевизоры. Для него мир – это изба, река, чаща, 9 взрослых, которые любят его как своего. 1972 года, 9 лет в глуши, умерла Зинаида Федоровна. Воспаление легких, боролась неделю, не сдавалась, ушла спокойно во сне. Похоронили на общем кладбище, которое разрослось до 5 могил. 8 осталось. Плюс маленький Владимир, 1975 года, 12 лет в глуши, умер Борис Петрович Морозов. Несчастный случай. Рубил дерево, оно упало не туда, придавило. Смерть пришла мгновенно. 7 взрослых осталось. Владимиру 5 лет. Мальчик, сильный, ловкий, уже помогает взрослым собирать ягоды и таскать дрова. 1982 года, 19 лет в глуши. Группа сократилась до 6 человек. Умер буровик Петр Васильевич Кулешов. Старые раны, которые получил при катастрофе, дали осложнения. Инфекция. Лечить было нечем. Остались Виктор Павлович Соколов, Анатолий Сергеевич Белов, Иван Степанович Громов, Нина Сергеевна Громова, буровики Григорий Михайлович Степанов и Василий Федорович Лукин. Плюс Владимир, которому уже 12, подросток, не знающий другого мира. Живут по-прежнему. Изба расширилась, теперь 3 помещения. Запасы огромные. Научились коптить мясо так, что хранится годами. Шьют одежду из шкур. Советские вещи давно истлели. Ходят в меховых куртках, штанах, обуви и шкур. Похожи на первобытных людей, но помнят, что они советские граждане, геологи, летчики. Помнят Москву, Ленина, партию. Рассказывают Владимиру о великой стране СССР, которую он никогда не видел. 1991 года, 28 лет в глуши. 28 июля группа охотников из поселка Устинера вышла на промысел соболя. Шли вверх по реке Индигирке, заходили в притоки. На 3-й день наткнулись на странное. Посреди леса на поляне стоят 3 избы. Дым идет из трубы. Признаки жизни. Охотники переглянулись. Здесь никто не живет.
Ближайший поселок за 200 километров. Кто это может быть? Отшельники, браконьеры подошли осторожно, крикнули: «Эй, есть кто?» Из избы шел человек, мужчина лет 65, бородатый, в меховой одежде, похожий на якута-охотника, посмотрел на гостей недоверчиво. «Кто вы? Откуда?» — спросил он по-русски с чистым московским выговором. Охотники опешили. «Москвич, в глуши, мы из Усть-Неры охотимся, а вы кто живете здесь?» Мужчина помолчал, потом сказал: «Меня зовут Виктор Павлович Соколов, начальник геологической партии. Мы потерпели аварию на самолете Ан-2 27 июня 1963 года. Живем здесь 28 лет. Нас осталось 7 человек». Охотники застыли, не веря ушам. 1963, 28 лет. Да, один из охотников, молодой парень по имени Владислав Егоров, достал фляжку, сделал глоток, протянул Виктору Павловичу. «Выпей, дед. Ты, похоже, шутишь или с ума сошел?» Виктор Павлович покачал головой. «Не пью, не шучу. Позовите остальных, расскажу все». Из избы шли еще 6 человек. Анатолий Сергеевич Белов, постаревший, седой, но крепкий. Иван Степанович Громов с женой Ниной Сергеевной. Буровики Григорий Михайлович Степанов и Василий Федорович Лукин. И молодой мужчина, лет 21. Высокий, широкоплечий, с длинными темными волосами, собранными в хвост, одетый в меховую куртку, шитую из заячьих шкур. Он смотрел на охотников с любопытством, но без страха. «Это мой сын Владимир», — сказала Нина Сергеевна тихо. «Родился здесь, в глуши в 1970 году». Охотники смотрели на семью, на избы, на огород, где росли какие-то растения, на сушилки с вяленой рыбой, на кладбище в стороне, где стояли деревянные кресты. Все было реальным. Ни фантазией, ни бредом. Эти люди действительно жили здесь почти 3 десятилетия. Владислав Егоров присел на пенек, достал блокнот, ручку. «Рассказывайте все по порядку от начала». Виктор Павлович сел рядом, начал рассказывать, говорил долго, подробно о вылете из Усть-Неры, об отказе двигателя, о вынужденной посадке, о первых днях ожидания спасателей, о решении строить лагерь, о зимах, смертях, годах выживания. Рассказывал ровным голосом, без эмоций, как будто зачитывал отчет на партийном собрании. Охотники слушали, затаив дыхание. Когда Виктор Павлович закончил, повисла тишина. Потом Владислав сказал: «Вас считали погибшими. Поиски прекратились через 3 недели после катастрофы. Решили, что самолет упал в болото, затонул, обломков не нашли. Семьям выплатили пособие, поставили памятник в Усть-Нере. Все эти годы вычислились мертвыми». Виктор Павлович кивнул. «Так и думал, искали не там. Мы упали далеко от расчетного маршрута. Двигатель отказал раньше, чем должны были прилететь в лагерь, поэтому не нашли. А вы почему не вышли к людям сами? Река ведет к поселкам. Пытались 3 раза. В 64-м прошли километров 80 вниз по реке. Ничего не нашли. Провизия кончилась, вернулись. В 65-м шли вверх по реке. Тоже ничего. В 67-м попробовали еще раз. Прошли километров 120, опять пусто. После этого решили не рисковать, остаться здесь, выживать. Лес нас принял, кормит, защищает, мы живем. Но ведь вы советские граждане, у вас были семьи, работа, жизнь там в мире, воскликнул один из охотников, Сергей Андреевич, мужик лет 40. Анатолий Сергеевич Белов вмешался. Были давно. Моя жена наверняка давно вышла замуж за другого. Сын вырос, не помнит меня. Я для них мертв. Какой смысл возвращаться? Вся моя жизнь теперь здесь. Эти люди — моя семья. А как же страна, партия СССР? Не унимался Сергей Андреевич. Виктор Павлович усмехнулся горько. Страна нас бросила, искала 3 недели и забыла.
Мы для нее не существуем. Зачем нам возвращаться туда, где нас никто не ждет? Владислав Егоров встал, подошел к Виктору Павловичу, положил руку на плечо. Вы герои, выжили в нечеловеческих условиях 28 лет. Растили ребенка, создали общество, не сдались. Страна должна знать о вас. Вернемся в поселок, сообщим властям. Вас заберут, вернут к нормальной жизни. Лечение, реабилитация, пенсии, награды. Вы заслужили. Виктор Павлович покачал головой. Не хотим возвращаться. Нам здесь хорошо. Лес – наш дом. Оставьте нас в покое. Не могу. Моя обязанность как гражданина СССР сообщить о вас. Вы пропавшие люди. Ваши семьи должны знать правду. Наши семьи давно нас похоронили, тихо сказала Нина Сергеевна. Мы мертвы для мира. Пусть так и останется. Но Владислав был непреклонен. Завтра уходим в поселок. Через неделю сюда прилетит вертолет, заберет вас. Готовьтесь. Группа провела ночь в раздумьях. Виктор Павлович собрал собрание, как делал это годами. Сидели вокруг костра, обсуждали, что будем делать, лететь ними или остаться. Анатолий Сергеевич сказал первым: «Я хочу остаться. Мне 65 лет. Привык к лесу. Город меня убьет. Шум, люди, машины. Не смогу». Иван Степанович и Нина поддержали. «Мы тоже остаемся. У нас здесь сын. Владимир не знает другой жизни. Там он будет чужим. Здесь он свой». Владимир кивнул. «Не хочу уезжать. Здесь мой дом, мой лес. Что я буду делать в городе? Работать на заводе, сидеть в 4 стенах. Умру от тоски». Григорий Михайлович и Василий Федорович переглянулись. «А мы хотим вернуться», — сказал Григорий. «У меня там сестра была, может, жива. Хочу увидеть ее. Хочу узнать, что случилось со страной за эти годы. Хочу умереть среди людей, не в лесу». Виктор Павлович долго молчал, смотрел в огонь, потом сказал: «Я полечу не ради себя, ради памяти тех, кто не дожил. Петр Иванович, Семен, Зинаида, Борис, Афанасий, Степан, Петр Васильевич. Их семьи должны узнать правду. Они ждали, надеялись, должны знать, как все было. Я расскажу». Анатолий Сергеевич неожиданно передумал. «Хочу увидеть сына хоть раз, хоть издалека, потом вернусь сюда, если разрешат». Решение приняли. 4 улетают: Виктор Павлович, Григорий Михайлович, Василий Федорович и Анатолий Сергеевич. 3 остаются: Иван, Нина и Владимир. Утром охотники ушли. Через 8 дней, 5 августа 1991 года, над поляной появился вертолет Ми-8. Грохот винтов напугал птиц, поднял пыль. Машина села посреди поляны. Из нее выскочили люди в форме, врачи, журналисты с камерами, представители властей. Виктор Павлович вышел навстречу. За ним остальные. Первым подошел человек в костюме, представился Иван Петрович Краснов, председатель райисполкома Уснерского района. «Здравствуйте, товарищи. Вы живы? Это чудо. Страна гордится вами». Виктор Павлович молча пожал руку. Врачи начали осматривать людей, мерили давление, температуру, слушали сердце. Истощены, но в целом здоровы. Невероятно. В их возрасте после таких условий журналисты снимали на камеры, задавали вопросы: как выживали, что ели, как не сошли с ума. Виктор Павлович отвечал кратко, без эмоций. Работали, охотились, строили, жили по советским законам, проводили собрания, голосования, праздники. Помнили, что мы граждане СССР. Это помогло не опуститься. Председатель обнял Виктора Павловича. «Герои — настоящие советские люди. Вам дадут квартиры, пенсии, награды. Вас встретят как героев». Виктор Павлович освободился из объятий. Не нужны награды. Нужно только одно — разрешить 3 остаться здесь. Это их выбор.
Не забирайте их силой. Председатель нахмурился. Как остаться? Здесь же глушь. Им нужна медицинская помощь. Им нужна свобода выбора. Они советские граждане, значит, имеют право решать, где жить. Спорили час. В итоге председатель согласился. Хорошо, пусть остаются, но мы будем присылать вертолет раз в 3 месяца. Провизию, медикаменты, одежду. Нельзя бросать их здесь совсем. Виктор Павлович кивнул. Согласен, спасибо. 4 улетающих попрощались с остающимися, обнимались, плакали. 28 лет вместе стали роднее родных. «Возвращайтесь», — сказал Иван Степанович. «Когда устанете от цивилизации, возвращайтесь. Мы ждем». Вертолет поднялся, развернулся, улетел на запад. Иван, Нина и Владимир стояли на поляне, смотрели в небо, пока машина не превратилась в точку. Потом развернулись, пошли к избе. Жизнь продолжалась. Их жизнь в их лесу. В Усть-Неру вертолет прилетел вечером. Встречали толпы. Весь поселок высыпал на аэродром. Люди кричали, махали флагами, плакали. 4 героев вынесли на руках буквально. Виктор Павлович не привык к такому вниманию. Отталкивался, просил оставить в покое. Не слушали, поселили в гостинице. Лучший номер. Кормили досата: мясо, картошка, хлеб белый, масло, чай с сахаром. После 28 лет скудной еды желудки не принимали такое изобилие. Рвало. Врачи предупредили, постепенно, понемногу организм должен адаптироваться. На следующий день начались интервью. Журналисты из газет, радио, телевидения слетелись со всего Союза. Москва, Ленинград, Хабаровск, Якутск. Все хотели услышать историю. Виктор Павлович рассказывал, повторял одно и то же десятки раз. Устал, попросил оставить его в покое. Не оставили. Через неделю прилетели родственники. Сестра Григория Михайловича, старушка 78 лет, узнала брата, бросилась обнимать, плакала. «Гриша, ты жив?» Я молилась, надеялась. Все говорили: умер, я не верила. Григорий плакал вместе с ней. Первые слезы за 28 лет. Сын Анатолия Сергеевича Белова приехал из Москвы. Мужчина 42 лет, инженер, успешный, с семьей. Смотрел на отца, не верил глазам. «Папа, ты правда жив?» Анатолий кивнул, обнял сына. «Живой. Прости, что не вернулся раньше. Не мог. Мама умерла 8 лет назад, ждала тебя до конца, не вышла замуж, хранила верность, говорила: ты вернешься». Все смеялись, она верила. Анатолий закрыл лицо руками, плакал беззвучно. Вина, боль, потеря. Все смешалось. Виктора Павловича навестила дочь, которую он не видел 30 лет. Она была ребенком 7 лет, когда он улетел в экспедицию. Теперь женщина 37 с седыми прядями, усталым лицом. «Здравствуй, папа», — сказала она тихо. Он встал, хотел обнять. Она отступила. «Не надо, ты для меня чужой. Мама умерла 12 лет назад. Ты не пришел на похороны, потому что был мертв. Теперь ты вернулся. Поздно. Я не виноват. Я хотел вернуться, не мог. Знаю. Все равно поздно. У меня своя жизнь. Ты в ней не нужен. Прости». Развернулась, ушла. Больше не виделась. Виктор Павлович стоял один в номере гостиницы, смотрел в окно на поселок. Огни, машины, люди. Чужой мир. Захотелось вернуться в лес к Ивану, Нине, Владимиру, туда, где его понимали. Власти организовали торжественное собрание, вручили медали за отвагу, грамоты, денежные премии. Виктор Павлович произнес речь: «Спасибо партии и правительству за внимание. Мы всего лишь делали то, что должны были, выживали, не предали советские идеалы, жили по законам, которым нас учили: коллектив, взаимопомощь, труд. Это спасло нас». Зал аплодировал стоя.
После собрания подошла женщина лет пся. «Виктор Павлович, я Людмила Ивановна, вдова Петра Ивановича Дубова. Скажите, как он умер, страдал?» Виктор Павлович взял ее за руку. «Быстро, воспаление легких. Мы делали все, что могли. Он не страдал. Перед смертью говорил о вас, любил вас, просил передать, если я вернусь». Женщина плакала, прижимая платок к глазам. «Спасибо, хоть теперь знаю. 28 лет не знала, думала, сгорел в самолете мгновенно. А он жил, страдал, умер через полгода. Господи, он был хорошим человеком, помог нам выжить. Светлая ему память». Женщина кивнула, ушла. Таких разговоров было много. Родственники погибших приходили, спрашивали детали. Виктор Павлович рассказывал как мог, честно, без прикрас. Люди плакали, благодарили, уходили с болью в глазах. Через месяц 4 распределили, дали квартиры в Якутске, назначили пенсии по инвалидности. Инвалидность была формальной, просто чтобы платить больше денег. Все 4 числились героями труда, ветеранами, пострадавшими при исполнении служебного долга. Василий Федорович Лукин попытался адаптироваться. Устроился работать сторожем на склад. Работал полгода, потом бросил. «Не могу, стены давят, люди раздражают. Хочу в лес», подал заявление в райисполком, разрешить вернуться в лагерь к Ивану и Нине. Разрешили. Улетел на вертолете в марте 1992. Больше в цивилизацию не возвращался. Анатолий Сергеевич Белов прожил с сыном в Москве год, пытался привыкнуть, не получалось. Метро пугало, толпы пугали, даже телевизор раздражал, постоянно вспоминал лес, тишину, запах хвои, треск костра. Попросил сына отпустить его. «Я должен вернуться, там мой дом». Сын не понимал, спорил. «Папа, тебе 67 лет. Там ты умрешь один в лесу. Останься». Анатолий качал головой. «Умру счастливым. Здесь умираю каждый день от тоски». Улетел в августе 1992 года. Вернулся в лагерь. Иван, Нина, Владимир и Василий встретили его как родного. Григорий Михайлович прожил с сестрой 2 года. Умер от сердечного приступа в 1993 метрах. Похоронили на городском кладбище. Сестра плакала на похоронах. Хоть 2 года были вместе. Успела наговориться, наобниматься. Спасибо судьбе за это. Виктор Павлович остался в Якутске, один в квартире. Дочь не навещала. Друзья были все в лесу или мертвы. Он пытался найти себе место в новом мире. Ходил на встречи с родственниками погибших товарищей. Рассказывал, как все было, как они жили, как умирали, что говорили перед смертью. Вдова Семена Ивановича Курочкина попросила: «Расскажите о нем все, каким он был там, в лесу, добрым готовил для всех, делился последним куском. Перед смертью сказал: передайте жене, что любил ее. Все». Женщина плакала, прижимая к груди старую фотографию мужа. Виктор Павлович начал писать мемуары. Толстая тетрадь, 300 страниц, убористым почерком. История экспедиции, катастрофы, выживания. Каждый день расписан, каждая смерть описана. Память. Писал по ночам при свете настольной лампы. Не мог уснуть в тишине квартиры. Привык к звукам леса, шороху листьев, воюю ветра, треску костра. Здесь было глухо, мертво. Днем выходил на улицу, бродил по городу, смотрел на людей, машины, магазины. Все было чуждым. Толпы торопились, бежали куда-то. Лица усталые, злые. Никто не улыбался. В лесу было иначе. Там каждый день здоровались, обнимались, радовались встрече. Заходил в магазины, полки ломились от товаров. Хлеб, мясо, колбаса, сыр, фрукты, конфеты. Богатство невероятно. Люди покупали, недовольно морщились. Дорого, качество плохое. Виктор Павлович стоял, смотрел, вспоминал, как варили суп из коры деревьев,
как делили одного зайца на 13 человек, как радовались каждой ягоде. Вернулся в квартиру, сел у окна, смотрел на город, думал, что он здесь делает, зачем вернулся. Дочь не хочет общаться, работы нет, друзей нет, смысла нет. В 1994 году закончил писать мемуары, отнес рукопись в издательство. «Напечатайте, люди должны знать». Издательство отказало. Некоммерческая тема. Кому интересно сейчас про геологов? 90-е годы, рынок, нужны детективы, любовные романы. Виктор Павлович не сдавался, обошел несколько издательств. Везде отказ. Не актуально. Коммерческое. Кому нужны старые истории? В 1996 году нашел небольшое якутское издательство, согласившееся напечатать тираж 500 экземпляров за его счет. Виктор Павлович потратил всю пенсию, накопленную за 2 года. Книга вышла, называлась «28 лет в забвении и геологической экспедиции». Раздавал книги бесплатно библиотекам, школам, музеям. Хотел, чтобы люди знали. Большинство не читало, пылились на полках. Несколько экземпляров попали в руки журналистов, написали статьи, небольшие заметки в местных газетах. Ветеран вспоминает годы в лесу. Читали единицы. Виктор Павлович чувствовал, что жизнь уходит, здоровье подводило, сердце, давление, старые раны давали о себе знать. Врачи говорили, в вашем возрасте после таких испытаний это нормально. Берегите себя. Он не берег, ходил на встречи со школьниками, рассказывал историю. Дети слушали вполухо, зевали, ждали звонка. «Почему вы не вернулись раньше?» — спросил однажды подросток лет 15. Не могли. Искали дорогу, не нашли. А рация? Телефон не было. 63-й год был. Мобильных телефонов не существовало, рация не доставала. Подросток недоверчиво покачал головой, не понимал, для него мир без интернета и телефонов был фантастикой. Виктор Павлович вернулся домой после очередной встречи, сел у окна, смотрел на город. Якутск вырос за эти годы. Новые здания, дороги, машины, все изменилось. Страна изменилась. СССР не стало. Распался в 91-м. Теперь Россия. Другие законы, другая жизнь. Ему все было чужим. Позвонил в райисполком Уснерского района. «Как там наши?» Иван, Нина, Владимир, Василий, Анатолий Сергеевич ответили: живы все. Вертолет летает раз в 3 месяца, возит припасы, отказываются переезжать. Говорят, здесь наш дом. Передайте им, скоро приеду навсегда. Совсем-совсем. Устал от города. Хочу домой в лес. Через месяц Виктор Павлович собрал вещи. Немного одежда теплая, книги, фотографии. Написал завещание. Квартиру оставил дочери, хотя та не общались с ним. Деньги Музею геологии Якутии на память о тех, кто не вернулся. Прилетел в Устнеру на рейсовом самолете. Из Устнеры вертолет до лагеря. Пилот удивился: «Виктор Павлович, вам 71 год, там глушь, медицины нормальной нет. Помрете, даже похоронить некому». Виктор Павлович улыбнулся. «Там мои друзья похоронят». Вертолет приземлился на знакомой поляне 10 мая 1997 года. 34 года прошло с момента катастрофы. Виктору было 71 год. Иван Степанович, Нина Сергеевна, Владимир, Василий Федорович и Анатолий Сергеевич вышли встречать. Все постарели. Иван 75 лет, Нина 72 года, Анатолий 71, Василий 73. Только Владимир был молодым, 27 лет, сильный, загорелый, с длинной бородой. Обнимались, плакали. «Вернулся», — сказал Виктор Павлович. «Домой вернулся». «Навсегда?» — спросила Нина. «Навсегда». Показали ему жилье. За эти годы построили еще 2 избы. Теперь у каждого было свое помещение. Огород расширили,
Выращивали картошку, морковь, капусту. Семена присылали на вертолете. Урожай неплохой, хватало. Держали кур, курятник построили из досок, несушки давали яйца. Роскошь по таежным меркам. Владимир показал деду, так он называл всех стариков, свои охотничьи трофеи. Шкуры медведя, волка, лисы, соболя. Сам добыл. Лук, селки, копья. Ружья нет. Просил присылать. Не присылают. Говорят, нельзя. Закон запрещает. Виктор Павлович смотрел шкуры. Хорошо обработаны, но учился. Василий Федорович учил, он мастер. Жизнь в лагере текла размеренно. Подъем с рассветом. Завтрак. Каша, яйца, чай. Работа по хозяйству. Огород, дрова, ремонт, исп, охота, рыбалка. Обед, суп, картошка, рыба или мясо. Отдых. Вечером ужин. Разговоры у костра, сон. Никакой суеты, никакого стресса. Тишина, покой, природа. Виктор Павлович впервые за годы почувствовал себя дома. Здесь его понимали, здесь он был нужен, рассказывал истории из жизни, читал вслух книги, которые привез. Владимир слушал с восторгом. Он почти не умел читать. Родители учили его по старым советским учебникам, которые сохранились с 1963 года. Читал по слогам, писал корявыми буквами, но был умен, сообразителен, задавал вопросы. Виктор Павлович, правда, что в городах дома до неба? Правда, называются небоскребы, 100 этажей, а то и больше. Как люди туда поднимаются? По лестнице есть лифт, специальная кабина, которая едет вверх-вниз. Владимир качал головой, не веря. Чудеса. А правда, что по воздуху летают железные птицы? Самолеты, да, летают огромные на 300 человек. Из Москвы в Америку за 8 часов. Америка — это далеко, очень. За океаном первые к метров. Владимир слушал, мечтал. Хочу увидеть хоть раз город, самолеты, небоскребы. Поедешь когда-нибудь, говорил Виктор Павлович, хотя сомневался. Владимир был дитя леса. Город его раздавит, как раздавил остальных. Прошел год. Виктор Павлович жил в лагере, работал наравне со всеми. Здоровье улучшилось. Свежий воздух, физическая работа, отсутствие стрессов делали свое дело. Давление нормализовалось, сердце работало ровнее. Годы шли 1 999 212. Василий Федорович умер в 2003, тихо во сне. Ему было 79 лет. Похоронили на общем кладбище. Крестов стало 6. Анатолий Сергеевич умер в 2005. Сердечный приступ. Ему было 79. 7 крестов. Иван Степанович умер в 2007, 85 лет. Нина Сергеевна прожила еще 2 года. Умерла в 2009 года. Владимир похоронил мать сам, копал яму, плакал, остался один с Виктором Павловичем. «Что будешь делать?» — спросил Виктор Павлович. Ему было уже 83 года, еле ходил, но ум оставался ясным. «Останусь здесь», — ответил Владимир. «Это мой дом, другого не знаю. Может, пора уезжать, найти жену, завести детей, жить как нормальные люди». Владимир покачал головой. «Я ненормальный. Я дикарь, выросший в лесу. Какая жена меня возьмет, какие дети? Я даже читать толком не умею. Нет, останусь здесь. Буду жить, как отец с матерью жили». Виктор Павлович не спорил, понимал. Владимир был обречен на одиночество, продукт обстоятельств. Человек вне времени, вне общества. В 2011 Виктор Павлович тяжело заболел. Воспаление легких, кашель, температура, слабость. Владимир ухаживал, лечил травами, отварами. Бесполезно. Медикаменты, которые присылали на вертолете, не помогали. Организм исчерпал резервы. Виктор Павлович умер 27 июня 2011 года. Ровно 48 лет
прошло с момента катастрофы. Символично. Владимир похоронил его рядом с остальными. 9 крестов. Остался один. Жил 1 года. Охотился, рыбачил, разговаривал сам с собой. Вертолет прилетал раз в 3 месяца. Пилоты спрашивали: «Как дела, Владимир?» «Нормально, живу». «Может, полетишь с нами? В поселке лучше?» «Нет, здесь мой дом». В 2013 власти решили свернуть программу снабжения. Экономия бюджета. Нельзя тратить деньги на одного человека, живущего добровольно в лесу. Последний вертолет прилетел в октябре. Привезли припасы на год: мука, крупа, соль, спички, медикаменты, одежда. Все, Владимир, больше не полетим. Бюджет урезали. Хочешь — летим с нами, не хочешь — оставайся. Сам решай. Владимир посмотрел на припасы, на избы, на кладбище. Останусь. Здесь моя семья. Все 9. Не брошу их. Пилот пожал плечами. Твое дело. Удачи. Вертолет улетел, больше не возвращался. Владимир жил один. Зима, весна, лето, осень. Охотился, рыбачил, выращивал картошку, разговаривал с могилами. «Здравствуй, мама. Как дела?» «У меня все хорошо. Зайца поймал. Сегодня сварю суп». Одиночество делало свое дело. Рассудок слабел. В 2015 году группа туристов из Москвы, путешествующих по Якутии, случайно наткнулась на лагерь. Шли по реке на байдарках, увидели дым, подошли, встретили Владимира. Мужчина 45 лет, бородатый, в меховой одежде, худой, с потухшими глазами. «Кто ты? Что здесь делаешь?» — спросили туристы. Владимир рассказал свою историю. Туристы не поверили. Бред. Байка для доверчивых. Владимир показал им кладбище, избы, книгу Виктора Павловича, которую тот оставил. Туристы прочитали, ужаснулись. «Это правда? Ты действительно родился здесь, в лесу в 72-м?» «Правда». Туристы сняли видео на телефоны, выложили в интернет. Ролик стал вирусным. Миллионы просмотров за неделю. Человек, проживший всю жизнь в лесу, журналисты, блогеры, телеканалы, все захотели взять интервью. Прилетели на вертолетах частных за свой счет. Владимир встречал их неохотно. «Зачем приехали? Оставьте меня в покое». Не оставляли, снимали, задавали вопросы. Обещали деньги, славу, переезд в Москву. «Хочешь стать знаменитым? Тебя покажут по всей стране». «Не хочу. Хочу, чтобы вы уехали». Один блогер предложил 1 000 000 рублей за эксклюзивное интервью. Владимир отказался. «Мне не нужны ваши деньги. Что я с ними сделаю? Купить не на что. Здесь магазинов нет». Ажиотаж спал через месяц. Появились новые новости, новые сенсации. Владимира забыли. Он остался один, как и хотел. В 2017 Владимир заболел. Сильный кашель, слабость, температура. Лечился сам травами, отварами. Не помогало. Понял, умирает. Последние силы потратил на то, чтобы вырыть себе могилу, 10-ю на кладбище рядом с матерью. Яму рыл неделю, каждый день по часу. Больше сил не было. Выкопал, лег рядом на траве, смотрел на небо. Скоро увижу вас всех: маму, папу, дедов, Виктора Павловича, Анатолия Сергеевича, всех. Но умирать не спешил. Организм боролся. Прошла неделя, 2, месяц. Кашель не проходил, слабость нарастала. Владимир лежал в избе, почти не вставал. Ел понемногу суп из сушеной рыбы, лепешки, силы таяли. В июне 2018 года прилетел вертолет, не государственный, частный. Медики из благотворительной организации узнали про Владимира из интернета, решили помочь. «Мы заберем тебя, вылечим, вернем к нормальной жизни». Владимир отказался. «Поздно. Я умираю. Хочу умереть здесь. Похороните меня рядом с матерью, пожалуйста». Медики уговаривали, спорили. Бесполезно.
Владимир был тверд. Не полечу. Это мой дом. Здесь я родился. Здесь умру. Медики улетели, пообещав вернуться через месяц с лекарствами. Вернулись, нашли Владимира мертвым. Лежал в избе на нарах, укрытый шкурами. Лицо спокойное. Умер во сне, без мучений. Похоронили его, как он просил, рядом с матерью. 10-й крест на кладбище. Последний из 13 членов экипажа и пассажиров самолета Ан-2, потерпевшего катастрофу 27 июня 1963 года. История группы геологов стала легендой. О ней писали книги, снимали документальные фильмы, рассказывали в школах. Лагерь в лесу превратили в мемориал. Поставили памятную стелу с именами всех 13 членов экспедиции. 13 имен, вырезанных в граните, под каждым именем даты жизни и смерти. Петр Иванович Дубов, 1911, 23 января 1964 года. Семен Иванович Курочкин, 1911, 8 февраля 1964 года. Афанасий Тихонович Сидоров, 1891 мая 1964. Степан Иванович Ковалев, 1932 июня 64. Зинаида Федоровна Кравцова, 1 928 192. Борис Петрович Морозов, 1935. 11 975. Петр Васильевич Кулешов, 1932. 1182. Василий Федорович Лукин, 1924, 2003. Анатолий Сергеевич Белов, 192 625. Григорий Михайлович Степанов, 1925, 193. Иван Степанович Громов, 19 227. Нина Сергеевна Петрова-Громова, 1925, 2009. Виктор Павлович Соколов, 1926, 27 июня 2011 года. Командир до последнего, умер в день годовщины катастрофы. Владимир Иванович Громов, 1970 июня 2018. Последний из группы человек, который прожил всю жизнь в лесу, не зная другого мира. Памятник открыли торжественно в 2019 году. Приехали чиновники, журналисты, родственники. Внучка Виктора Павловича приехала. Женщина 52 лет стояла у стелы, плакала. «Прости, дедушка, мама не поняла тебя. Думала, ты предал нас, бросил. Теперь я знаю, ты не мог вернуться. Ты боролся, выживал, помогал другим выжить. Ты герой, прости нас». Внук Анатолия Сергеевича Белова приехал, мужчина средних лет. Дед рассказывал про лес. Я не верил. Думал, старческий бред. Теперь вижу, правда была. Горжусь им. Племянница Григория Михайловича прислала письмо, которое зачитали на открытии. Мой дядя Григорий был сильным человеком. Он пережил ад, вернулся, но не смог жить в мире, который его не ждал. Он умер от тоски. Прости нас, дядя. Мы должны были заботиться о тебе больше. Историки изучали лагерь. И избы сохранились частично. Время и природа делали свое дело. Крыши провалились, стены покосились, пол сгнил. Но остатки быта были видны. Печь, стол, лавки, нары, самодельные инструменты, топор, пила, нож, остроги для рыбалки, одежда из шкур, висевшая на гвоздях, книги истлевшие, но частично читаемые. Том Пушкина, Лермонтова, учебник физики за 7 класс. Нашли тетрадь Виктора Павловича. Дневник, который он вел все годы. Записи за каждый день с июня 1963 по май 1997,34 года жизни в одной тетради. Опубликовали отрывки в журналах, газетах. Люди читали, плакали. 27 июня 1963 года. Сегодня наш самолет упал. Все живы. Это чудо.
Будем ждать спасателей, они прилетят обязательно. 10 июля. Спасатели не прилетели. Уже 2 недели. Начинаем строить лагерь. Нужно готовиться к долгому ожиданию. 1 августа. Месяц прошел. Нас никто не ищет. Поняли это. Сегодня остаемся здесь. Строим избу. 23 января 1964 года. Умер Петр Иванович. Воспаление легких. Не смогли спасти. Первая смерть. Больно. 1 мая 1964 года. Весна пришла. Попробуем выйти к людям. Завтра идем вниз по реке. Должен найти помощь. 20 мая. Вернулись. Прошли километров 80. Ничего не нашли. Только лес бесконечный, страшный. 1 января 1970 года у Нины родился мальчик. Здоровый, кричит громко. Назвали Владимиром. Первый ребенок, рожденный в лагере. Символ надежды. 1 мая 1982 года. 19 лет прошло. Владимиру 12. Растет хорошим парнем. Умный, сильный, ловкий. Он – наше будущее. 28 июля 1991 года. 28 лет исполнилось сегодня со дня катастрофы. Пришли охотники, нашли нас. Предлагает вернуться в цивилизацию. 4 улетают, 3 остаются. Я лечу. Должен рассказать миру нашу историю. 10 мая 1997 года. Вернулся. Не выдержал города. Душно, шумно, люди чужие. Здесь мой дом, здесь моя семья. Дневник закончился этой записью. Последующие годы Виктор Павлович уже не записывал, силы уходили. Владимир дневника не вел, не умел писать толком, но остались его рисунки. Он рисовал углем на кусках бересты. Сцены из жизни: охота на зайца, рыбалка на речке, изба зимой в снегу. Люди у костра, кладбище с крестами. Рисунки были примитивными, но выразительными. Чувствовалась боль, одиночество, тоска. Один рисунок поразил всех. Владимир нарисовал себя стоящим на вершине сопки, смотрящим на горизонт. Вдали виднелись огни города. Он тянул к ним руки, но между ним и городом была пропасть, глубокая, непреодолимая. Подпись внизу корявыми буквами «Мечта». История группы геологов стала частью образовательной программы в школах Якутии. Дети изучали ее на уроках истории обществознания, писали сочинения, готовили доклады. Учителя говорили, были люди, которые выжили в невозможных условиях. Не технологии их спасли, человечность. Они помогали друг другу, делились последним, поддерживали в трудные минуты. Это и спасло их. Запомните, человечность важнее всего. В 2020 году вышла книга воспоминаний внука Анатолия Сергеевича Белова. Называлась «Мой дед – герой леса». Писал А.Д., которого почти не знал, встречался с ним всего 3 раза, но эти встречи запомнил на всю жизнь. Дед рассказывал истории из леса про охоту на медведя с копьем, про рыбалку на Индигирке, про зимы, когда температура падала до -50. Я слушал, не веря. Это казалось фантастикой, но дед не врал. Глаза его были честными. Я спросил однажды: «Дед, ты не жалеешь, что вернулся, попробовал жить в городе, а потом улетел обратно?» Он посмотрел на меня долго, потом сказал: «Жалею, что вернулся в город. Там было чуждо все. В лесу дышал полной грудью, там был свободен. Теперь мне 49. Живу в Москве, работаю в офисе. Теперь понимаю деда, он был прав. Мы живем в клетках, думаем, что свободны, а на самом деле рабы системы». Дед был свободен по-настоящему, завидуя ему. Книга стала бестселлером. Люди читали, узнавали себя, комментировали в интернете. Да, мы рабы системы. Да, мы живем в клетках. Но что делать? Жить проще, честнее, ценить важное, а не гнаться за мелочами. Вот урок,
который дали нам герои леса. В 2022 году на месте лагеря провели крупную церемонию памяти. Президент России приехал, произнес речь. Эти люди не совершили военных подвигов, не открыли новых земель, не изобрели технологий. Они просто жили в нечеловеческих условиях и остались людьми. Это и есть настоящий подвиг. Подвиг духа, подвиг человечности. Мы склоняем головы перед их памятью. Тысячи людей собрались на поляне. Старики, взрослые, дети, все вместе, объединенные памятью, включили запись голоса Виктора Павловича. Нашли в архивах единственную аудиозапись, сделанную журналистами в 1991. Старческий, но твердый голос звучал над поляной. Мы пережили ад, потеряли близких, страдали от голода, холода, болезней, но не потеряли главного — человечности. Мы помогали друг другу, делились последним куском хлеба, поддерживали в трудные минуты. Это и спасло нас. Не сила, не навыки, не удача, а любовь. Любовь к людям, к жизни, к правде. Запомните это, передайте детям. Любовь спасает всегда. Запись закончилась. Тишина. Потом кто-то начал аплодировать. Подхватили другие. Через минуту вся поляна гремела от аплодисментов. Люди плакали, обнимались, хлопали до боли в ладонях. После церемонии власти объявили: место останется открытым для посещения, но мы ограничим туристический поток. Здесь должна быть тишина, покой, память, не развлечения. Лагерь стал местом паломничества, тихого, уважительного. Люди приезжали, ставили палатки, ходили по тропам, где жили геологи, фотографировались у стелы, оставляли записки, цветы, свечи. Одна записка гласила: Виктор Павлович, Анатолий Сергеевич, Иван, Нина, Владимир и все остальные. Спасибо вам за то, что не сдались, за то, что показали нам, на что способен человек. Вы герои, вечная память. Другая. Владимир, ты прожил всю жизнь в лесу, не увидел города, школы, друзей, но ты был счастлив. Надеюсь, был. Покойся с миром. Третья. Эта история разбила мое сердце. Я не могу перестать думать о вас. Преклоняюсь перед вами. История группы геологов стала не просто историей о выживании. Она стала уроком о человечности, о том, что важно в жизни, о том, как не потерять себя в экстремальных условиях. Этот урок передавался из поколения в поколение. Власти Якутии объявили день 27 июня Днем памяти героев Индигирки. Ежегодно проводятся мероприятия, митинги, возложение цветов. Школьники готовят доклады, студенты пишут курсовые. В 2023 году последний живой свидетель истории, охотник Владислав Егоров, который в 1991 нашел лагерь, дал последнее интервью перед смертью. Ему было 92 года. Я никогда не забуду тот день, когда мы вышли на поляну и увидели избы, дым людей. Виктор Павлович рассказал историю. Мы не поверили сначала, 28 лет в лесу невозможно, но это была правда. Что вы почувствовали тогда? Восхищение и стыд. Мы жили в комфорте, жаловались на мелочи, а они выживали в аду и не сломались. Они показали, какими должны быть люди. Вы жалеете, что забрали их оттуда? Да. Может, надо было оставить в покое? Они же не хотели возвращаться. Мы предложили им выбор. Те, кто вернулся в город, не смогли там жить. Город их убил. Только Владимир до конца остался верен лесу. Интервью стало последним словом очевидца. Владислав Егоров умер через 3 недели после записи. Похоронили его в Усть-Нерё. На похоронах собралась вся семья. В гробу лежал старик с умиротворенным лицом. Рядом положили фотографию. Он молодой, стоит на той самой поляне с Виктором Павловичем. Оба улыбаются. История закончилась, но память живет. В сердцах людей, в книгах, в фильмах, в школьных уроках.
13 человек показали миру, на что способен человек, когда не сдается, когда остается человеком, несмотря ни на что. 27 июня – день, когда самолет упал, день, когда началась история. Этот день навсегда останется особенным. Днем памяти, днем человечности, днем надежды. Где бы вы ни были, в городе, в лесу, на другой стороне мира, в этот день остановитесь. Вспомните, 13 человек, 55 лет истории, выжили не все. Но те, кто выжил, показали нам путь. Путь через тьму к свету, через отчаяние к надежде, через смерть к жизни. Идите этим путем. Не сдавайтесь, любите, верьте, оставайтесь людьми. Это все, что они хотели сказать нам. Это все, что нам нужно знать.